Привет, с вами Михалыч, а в этом видео я расскажу вам, как выровнять фасад, утепленный пенопластом. Потому что в любом случае, если вы будете также утеплять свой фасад, то вы столкнетесь со следующими проблемами. В первую очередь, это кривизна самого фасада, на который вы будете клеить пенопласт. А также и сам пенопласт кривой во всех плоскостях. Пусть и не сильно, но все равно кривой. Из-за этого стыки будут неровные, и если ничего не делать, так и оставить и пошпаклевать, то все эти неровности будут отлично заметны, когда на ваши стены будет попадать свет от солнца, фонарей, луны под определенным углом. И чтобы этого не было, после утепления пенопластом фасад желательно выровнять. В предыдущих видео я обещал вам, что сделаю подробный обзор своего самодельного резака для пенопласта, при помощи которого я выравнивал фасад. Для его создания вам потребуются следующие материалы. Это тонкие досочки, либо бруски, 3 метров вам будет достаточно, саморезы, нехромовая нить, толщина особо не важна, а ее достать можно из старых утюгов, изолированные провода, включатель и блок питания. Блок питания я использовал 12-вольтовая на 3 ампера. Если ампераж будет слабее, то нехромовая нить будет очень медленно и плохо резать. Конструкция состоит из двух длинных брусков 65-70 см и двух коротких по 40 см. Скручивается оно вот таким образом, чтобы у нас получилась своеобразная пешка. Провода и нехромовую нить к брускам я зафиксировал при помощи саморезов, а также со стороны, где расположена нехромовая нить, я вкрутил еще пару саморезов, предварительно в шляпках которых расширил прорези, в которые и попадает нехромовая нить. Это нужно для того, чтобы при нагревании нить не прожигала дерево. Питание 220 я подключил через вот такой включатель, а за ним уже установил блок питания. Такое подключение будет более благоприятно для блока питания, он не сгорит у вас. Расстояние между двумя длинными брусами я делал 35 см, а рабочая длина пешки 55 см. Таким образом можно не только выравнивать фасад, но еще распускать метровые листы пенопласта на нужные нам куски. Теперь собственно приступаем к выравниванию фасада. Когда вы оклеили пенопласт, продули пеной все зазоры и дали ей застыть, мы сначала при помощи канцелярского ножа обрезаем всю пену, чтобы нам можно было найти все эти неровности и перепады между листами. Так рукой либо при помощи правила или уровня легко найти неровность, что я собственно сейчас вам и демонстрирую. Для того, чтобы ее выровнять, сначала под углом 90 градусов подставляем приспособу и включаем ее. Затем медленно, но не меняя угол, двигаем ее по шву, не углубляя и не отрывая приспособу от фасада, а также стараемся держать одну скорость, вы почувствуете ее, и таким образом проходите все неровные стыки. Таким образом фасад уже будет более ровный, а затем при шпаклевании фасад будет очень ровный. И то, что вы видите при прорезании идут мелкие бугорки, все это перекрывается шпаклевкой сеткой. Как вы помните, если вы смотрели мои предыдущие видео, весь фасад мне утеплить не удалось, но тот пенопласт, который я оклеил, я его законсервировал, чтобы он не разрушался. И как видите, стены уже ошпаклеваны. Это только первый слой. Затем будет еще один выравнивающий слой. И далее будет нанесена декоративная штукатурка барашек, которая идеально выровняет плоскость фасада. Поэтому, друзья, возьмите себе на заметку данный метод. Сделайте такую приспособу, это очень легко и просто. И вы сможете ей легко резать пенопласт, выравнивать швы, а также можете пофантазировать и еще где-то ее применять. У кого остались вопросы, задавайте в комментариях под этим видео. У меня на этом все. Желаю вам легкой и удачной работы. До встречи в новых видео. Пока!